Сереж, это надолго? Да карбюратор опять барахлит. Мы же опоздаем к открытию. А где Саня? Он меня из танка выталкивал.
месте. Я сам. Саня! Сейчас, сейчас. Давай помогу. Давай, бери. Егорыч, прикрой нас. Осторожно, Вот нога. так. На меня. Ну, держись, командир, держись. Вот так вот. Осторожно. Осторожно. Вперед, вперед. Так, ясно. Так, давайте на стол. Давайте. За мной. Сюда, сюда. Леночка, по-моему, у него тут осколок сидит. Немедленно вызывайте машину. Медсанвзвод не имеет права на такие операции. Леночка, пока машину вызовем, пока она придет, у парня гангрена начнется. Нет. Я не могу. Я не делала ничего подобного. Вы же знаете, у нас анестезина нет. Он же умрет. Он умрет на столе от болевого шока. Потерпим. Вперед, сестричка. Сидите, сидите. Как он там? Тампон. Как он? Леночка. Жгут держите. Осколок удалили. К счастью, кость не задета, но потерял много крови. А теперь прошу вас не мешать. Понятно. Прогнали. Порядок в танковых частях. Пойдем-ка. Пойдем-ка спать. Я еще посижу.
жить-то как хорошо, тетя Паша, а? Ах, васильки, васильки, много мелькало вас в поле. Помню, у самой реки мы собирали для Лены. Это не васильки, Саня, а бессмертники. Пахнут? Зато они долго-долго не вянут. Бессмертники? Таким образом, положение стабилизировалось. Мы накануне большого наступления и, видимо, по всей линии фронта. Да поскорей бы. Надоело отсиживаться. Целый месяц на одном и том же месте. Ну, придется потерпеть. Вы объясните бойцам, что это затишье временное. Сейчас заканчивается перегруппировка войск на вашем участке. В бой с противником не ввязываться, беречь живую силу и технику. Это приказ командования. У меня все. Ясно. Разрешите идти, товарищ полковник? Ивушкин, останьтесь. Сколько танков вы потеряли за эту неделю? 3, товарищ полковник. Ну как же так? У противника появился какой-то ас. Совершает неожиданные вылазки под прикрытием нескольких танков. Причем в разное время и в разных местах. Надо признаться, хороший мастер. И большой хитрец. Ну что же, у вас мастеров нет или хитрецы перевелись? Так ведь приказано в бой не ввязываться. Приказано. А засады малоэффективны. Сюда бы артиллерию. Мы ожидаем подхода дивизиона «Катюш», но пока они подойдут, этот мастер перещелкает все ваши танки. Уничтожить его и в кратчайший срок. Об исполнении доложить. Есть. Уничтожить и доложить. У меня уже ищи готовы. Не хотите ли? Хотим, отец. Я сейчас. Еще один сожгли. Ну все, ребят, не могу больше ждать. Ну подожди. Ребят, давай быстрее, а? Ну сейчас, подожди. Сейчас, Да. Так. Сейчас. Так, все, на. Ага. Где взял? Фрицы сбросили. Хвастаются. Немецкий ас в одном бою 3 русских танка сжег. Выбрось. Листовку оставь. Злее будем. Вась, пошли. Тоскно мне, ребятки, бывает. Все собирался своей старухе полушубочек справить. Да вот справил. В гроб положил из неструганных досок. Веселей, танкисты! Не ждали? Саня! Ой! Тихо! Не дал тебе Бог здоровья! Ой! Да тихо! Нога! Здорово! Экипаж в сборе?
Ну, давай. Держись. А его разглядели? Кого? Вас ихнего, что нас зажег. Я все время мечтаю, чтобы он мне свой бачок подставил. Такое не подставят. Два танка, что с ним, его таран. Да. Они прут, а он выискивает жертву. Стремительный выход из первого снаряда прямо в цель. Вот так. А ты что, за ними с горящего танка наблюдал, что ли? Пока шкура не задымилась. Ребят, комбат. Здравия желаю. Здравия желаю. Здрасте. Уже вернулся? Так точно, товарищ капитан. Сбежал. Павлов, Меньшов, за мной. Есть. Так вот, по данным разведки, в тыл к нам прорывается броневая группа противника. Во главе со знаменитым Масом. Он уже совершал вылазки и каждый раз уходил невредимым. Это единственное место, где они могут прорваться. Да, здесь на высоте отличная позиция для заслона. Павлов, замаскируйте свой танк, а экипаж Меньшова в случае прорыва поддержит вас снизу. Разрешите мне остаться. У меня с ним личные счеты. Отец, слышь, где то сено раздобыть можно? А ты что, не как танку свою сеном кормить? Надумал. Да нет, замаскировать его хочу, под копну. Да какое нынче сено, сынок. 2 лета не косили. Постой, сынок, постой. Ну чего? От немца под копной не спрячешься, сынок. Он не дурак. Ты вот лучше в хате моей схоронись. На печи, что ли? Я же на танке, дед. Ну и загони танк в хату. Немец ни в жизнь не докумекает, что танк в хате стоит. Да ведь развалю я хату-то твою. Что от дома останется? Где жить-то будет? Да на кой ляд нужна мне твоя хата? Старуху вот свою похоронил. Под яблонькой лежит. Сыны под Брестом погибли. А где жить? Я вот что хотел тебя попросить. Ну-ну. Ты пособи мне к вам пристроиться. Танкист, что ли? Какой танкист? Для танкиста я староват. А вот по сапожному делу это в аккурат. Ну-ка. У меня даже инструмент свой есть. А солдат без обувки, это я тебе скажу, ну, все едино, что танк без гусениц. Договорились, дед. Ты мне хату, а я с командиром хозроты поговорю. Ну, поговори, ежели что. А может, все-таки попробовать? Нет. Значит, надо ждать. У деда хата-то саманная, глиняная. Имею разрешение на постоянный постой. Разрешите выполнять приказ, товарищ комбат? Действуйте. Есть. Отставить. Со мной пойдет только заряжающий чумак.
ты здесь? Забыл я тебя предупредить. Инструмент свой в хате оставил. Инструмент. Ну ты даешь, дед. Спасибо тебе, отец. Да чего там? Стреляйте, сынки. Бейте гада из моей хаты. Мы остаемся с Чумаком. Ну, вам, ребята, пора. Пойдем, Коль. Идем. Вызывайте Меньшова. Пенза, я Сокол. Доложите обстановку. Вам чего? Прием. Волгина. Вам известно, что Меньшов сбежал из госпиталя, не долечившись? Известно. Товарищ капитан, вы не имели права отправлять его на задание. Он сам отпросился, товарищ старший лейтенант. Дед, немедленно уходи отсюда! Сюда идут танки! Пульну один раз и уйду. Да пойми ты, танки! Твоя воля. Пенза, я Сокол. Доложите обстановку. Прием. Вернется, Леночка, твой Меньшов. Обязательно вернется. А если он... В Сталинграде на их танк дом рухнул. 3 дня погребены были. Похоронку уже оформили. А он вернулся. Идут, Саня. Вижу. Не торопись, командир. Пусть бачок подставит. Гриша, следи за левым флангом. Первый пошел направо. Он уходит от нас, Саня. Выдержка, Гриша. Получай же, гад! Горит, Саня, в баки попал. Снаряд! Укудни! Снаряд!
Саня, Витя налево пошел. Ну что у них? У Меньшова все идет по плану. Павлов на связи, ждет команды. А он идет! Ну что за чертовщина, а? Это он, Гриша! Ас! Таня, он нас засек! Укусни! Гриша, что с тобой? Да чепуха, Галина, сейчас. Заряжать сможешь? Черт, там его не достанешь. Ну, давай, давай, выходи! Укусни! Мажешь мечом. Мажешь? Не я мажу, это он уходит. Стреляй! Стреляй же! Вот гад, ушел! Почему не стрелял? Это ас, Гриша! А ты что, хуже? Значит, хуже. Бенза, ты есть живой? Вот гад, на нашу волну вышел. Ты меня боялся. Прятался в дом. Но я тебя буду потом zerhalten. Also, поджигать. Бенза, ты любишь музыку? Так. Ну, подожди, я тебе тоже сыграю. Ты что делаешь? Привет честной компании. Садитесь, садитесь. У Сани сегодня день рождения. Молодец, дед, во! Александр, можно тебе? Света начались. Тарелочку для деда. Ну, чистая тарелочка есть там? Ага. Ну, хорошо. Вот. С днем рождения! О! Сань, примерь, а! Примерь, Понял? все посмотрят. Ля-ля-ля. Да ну тебя, вот учись. Ну, подай. Да вы садитесь, садитесь. Ну, тебе, да. Дедуль, давай. Да, сейчас. Вилочка, вот, есть тут все. Ну-ка. Ну, как они? Не жмут? Как в санях, дед. Не хуже, чем у самого Буденного.
Ну! Семен в барыню! Понял? А сразу после 3-го курса я попросилась на фронт. И все наши девчонки тоже. Но я даже не думала, что окажусь такой трусихой. Мне все время было страшно. А с тобой я забываю, что идет война. Но ведь она скоро кончится. Сань, правда? Конечно, кончится, Леночка. А я вот раньше ничего не боялся. Правда. А теперь не то, что боюсь. Очень, очень хочется жить. Потому что у меня ты есть. А где Солидов? Да вот он, что не видишь? Да, я сам. По-моему, ты больше на себя извел, чем на катки. Это точно. Рацию лучше проверь. Сань, а почему Пенза? Ты же москвич. Или родители из Пензы? Нет, родители москвичи. Отца направили колхоз организовывать под Пензу. Кулаки, его и мать. Из обреза. А Пензу почему? Это когда я в детдом попал. Сказал, что из Пензы. Название нравилось. Пенза. Так мне и дали кличку. Пенза, Пенза. Слышь, Саня, а давай напишем Запорожье. Я хоть не самого Запорожья, а все-таки как-никак казацкого роду. Да, это ты-то казацкого. Козак. А ты что, не веришь, что ли? Ты картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» видел? Так вот тот, который спиной сидит, помнишь? Здоровый такой, голый. Так вот это мой прапрадед. О, похож. Ребята, а знаете, как мне хочется въехать в мой Орел? На нашем танке. Проехать по Тургеневской. По Тургеневской не обещаю. А вот по Берлинской... Коль, ау, как там у них главную штрассу-то обозвали? У Унтерден-Линден, кажется. Так вот по этой Унтерден-Линден проехать гарантирую. Напишем и Запорожье, и Одессу, и Орел. А ты в Одессе не на Дерибасовской живешь? Да нет. Оно и видно. Одесситы люди, знаешь, веселые, разговорчивые. А ты какой-то молчаливый, грустный. Ну, чё. Коля, а почитай что-нибудь свое. Пока пушка молчит. Пусть муза говорит. Давай. Не поднять головы под кинжальным огнем. Но от этой черты не отступим ни шага. Перед главным броском мы к земле припадем, ведь ни шагу назад. Это наша присяга.
И у этой черты, в 2 шагах от кромешного ада, где пощады не жди, не выпрашивай жизни глоток, вдруг коснется щеки, как посланник волшебного сада, уцелевший в огне, неприметный, бессмертный цветок. Меньшов, к комбату! Правая гусеница провисла. Принеси молоток. Да на вот, держи. Товарищ комбат, старшина Меньшов по вашему приказанию прибыл. Этот ас опять наш танк сжег. Ну, а теперь шпильку держи. Ну. Задолжал я ему. 1 раз он меня подбил. 2 раз сам еле ушел. Пока, можно сказать, ничья. Теперь мой ход. Но ничего. Рано или поздно я его все равно выслежу. Мы не можем ждать. Его надо выманить и уничтожить. Не так-то просто. Я даю тебе 3 танка в подмогу. Опять засада. Какие будут соображения? Есть идея. Артиллерии у них на этом участке нет, так? Значит, подбить они меня могут только из танка, так? Я устраиваю прогулку перед немецкими позициями. Катаюсь, пока меня заметит ас. Он выползает. А если не выползет? Или выползет, да не он? Обязательно выползет. Давно за мной охотится и такого случая не упустит. Сыграем на честолюбие немца. Ну что ж, попробуй. Только смотри, будь осторожен. Вымани его вот сюда, к этому болоту. А тут мы его встретим. Только запомни, в этой ложбине их минное поле, а вот по этому склону наше. Ну что тут у вас? Танкисты! Так точно. Здорово. Здорово. Сейчас все расскажу. Ну, давай, показывай. Саперы подготовили для вас проход. Мне нужно пройти в долину, к их позициям. Разминирован участок для выхода вон на ту дорогу. Ага. Ни вправо, ни влево не отклоняться. Ясно. А ну, бродяги, поднимайтесь. Подъем! Ты чего? Чего? Воевать будем. Раз воевать, надо вставать. Так. А задание у нас сегодня, ребята, не совсем обычное. А чего делать будем, командир? Коля, через триплексы хорошо видно? Не очень. Открой люк и гляди. Слушайте внимательно. Задание следующее. Мы выходим в долину и катаемся, пока нас не увидит ас. Он может появиться внезапно, поэтому внимательно изучите местность. От нас склон длинный и пологой, со стороны противника круче, но для танка преодолеваем. Вглядитесь. Будьте предельно внимательны. Итак, вперед. Пенза. Пенза. Как погода, прием? Погода хорошая, облаков пока нет.
Пенза. Пенза. Как прогулка? Прием. Одному скучно. Сань, по-моему, он нас не видит. Попробуем еще раз. Пенза, Пенза, ты куда так долго пропадал? Я тебя давно жду поджигать. Пенза, я вызываю тебя на дуэль. 1 на 1. Как рыцари. Новый танк нашего рейха против русский колхозный трактор. Все, стоп. Вызов принимаю. Прием. Ты настоящий солдат. Идем. Твоя песня будет конец. Пенза, ты мне тоже хотел играть музык. Что предпочитаешь? Реквием Моцарта? Или похоронный марш Шопена? Сейчас настроим инструмент и сыграем. Наш-то чего не стреляет, а? Правее, Саня! Саня! Бьет с интервалом 12 секунд.
12! 10, 11, 12! Саня, а немец-то мажет? Не он мажет, это я от него ухожу. Вот здесь мы его и подождем. Видишь, Саня? Что? Он нас не достает. Мы в мертвой зоне. Дорожка! Вот так вот.
на своей же мине и подорвался. Коля, садись на мое место! Давай, вези нас домой! Да с ветерком! Лизавета, от друга привета. Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем моем коне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем моем коне. Еду весною, ворота открою, я с тобой, со мною, неразлучны навек. Тоске и тревоге, не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. Тоске и тревоге, не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. Саня, танки впереди. Я поведу танк. Семен, стрелять только по моей команде дорожка. Саня, идут на нас! Пенза, отходи. Поздно. Они отрезали отход к нашим позициям. Это уже не дуэль. Окопом! Пенза! Пенза! Отходи! Приказываю немедленно отходить! Пенза! Отходи! Прием! Семен, опусти пушку до максимума. Я тебя выведу на крайнего. Замысел понял. Что у вас здесь происходит? Выполняем приказ, товарищ генерал. Кто командир экипажа? Старшина Меньшов. Один против 3 танков. Как вы могли допустить такое? На помощь Меньшову идет взвод Павлова. Теперь ты поработай. Ах ты моя кисонька. Упусти!
платье третьего. Даю! Семен, с круглой цифрой тебя. Какой? Это наш 20-й. А, точно. Ну что ж, товарищ комбат, представляйте его к ордену. Слушаюсь, товарищ генерал. А экипаж? И экипаж наградить. Заслужили все. Геройские ребята. Молодцы. Ведь что произошло, если по сути? Русский воин накануне решающей битвы выигрывает смертельный поединок. Ведь не сегодня-завтра начнется.